Здравствуйте, представители знака зодиака Лев. Февраль 2024 года. Таро прогноз, гороскоп по 12 домам гороскопа. Давайте зададим такой себе вопрос: как изменится моя жизнь в феврале? И февраль – это первый месяц года дракона, 10 февраля по китайскому или восточному календарю. Более того, есть еще и планетарные события именно в феврале. Не будем забывать, что это будет високосный год, и поэтому как будто дополнительный день у нас есть. В обычный год у нас 28 дней в календаре, здесь 29. Так вот, февраль будет еще наполнен двумя стелиумами. Стелиум – это, иными словами, скопление планет, и первый стелиум будет 17 февраля, и очень важные планеты, такие как Плутон, Венера и Марс. И в последний день февраля, 29 числа, будет второй стелиум, и это будут планеты Солнце, Меркурий и Сатурн в первом градусе Рыб. Если был какой-то период, когда вы не могли с чем-то определиться, то вполне вероятно, либо события так сложатся, как будто вас подведут к какому-то итогу, или, мои дорогие львы и львицы, вы узнаете какую-то новость, информацию, когда вам придется, может быть, даже к концу февраля с чем-то определиться. Но давайте мы узнаем. У нас сегодня таро-прогноз, гороскоп на 12 домов гороскопа. И каждый из домов отвечает за ту или иную сферу нашей жизни, включая и личную жизнь. Вот давайте мы с вами узнаем, что нам подскажут карты. Итак, первый дом гороскопа – это ваша личность, мои дорогие. Или это может отвечать еще за ваше настроение, как общий фон месяца, что для вас будет важно. Февраль. Прекрасная карта прогресса. И, кстати, это карта своеобразного экзамена. У кого-то буквально проиграется сдача экзамена, может быть, вы получаете какой-либо сертификат, курсы заканчиваете или учебное заведение. По этой карте мы как раз можем уже применить наши знания в последующем, на практике. И от этого будет расти наш финансовый доход тоже. Но для кого-то из вас это, такое абстрактное немного понятие, своеобразный жизненный экзамен. Какой-то этап вашей жизни все равно закончился. И теперь следует как будто перейти к новым возможностям, увидеть новую какую-либо реальность. И знаете, почему карта прогресса? Многие из вас, опять же, могут сделать своеобразный выбор, или, если вы тем более собирались уже где-то, чувствовали, предполагали, что либо мне или хочется, или нужно менять работу, или для кого-то из вас сменить сферу деятельности даже хотелось. Для кого-то из вас это может быть. Надо сказать, что финансовые вопросы для вашего знака зодиака в 2024 году – это как раз успешная стезя. Так вот, кто-то из вас надумает собственное дело открыть, вполне вероятно. Вот здесь вы можете что-то изучать по этой карте. Мы готовы как будто быть и открытым миру, может быть, изучать языки или новое дело, или, может быть, еще какого-то рода изучение, обучение для вас совершенно необходимо. Может быть, это для кого-то банально изучить как какой-то вопрос, которым вы сейчас занимаетесь, или хотите решить, как лучше к нему подступиться, или как правильно взаимодействовать с людьми. Второй дом – финансы сами по себе, хотя уже нам с намеком на финансы как раз и говорит первая карта – финансы. Еще раз финансы, если тройка пентаклей, а это у нас паш пентаклей, это правда, вот все то, что я сказала и про уровень, и про своеобразную смену эпох вашей жизни, этапов каких-то, и это вот элемент новизны, или то дело, которое вам интересно, которым вам хочется заниматься. Это может быть и, знаете, вы продолжаете работать на прежнем месте работы, ничего у вас в феврале как бы не изменится, но самое главное, направление мысли изменяется. Или есть тот проект, то, что вы хотите осуществить. И по этой карте это когда вы все просчитаете, и точно как будто элемент новизны в феврале для вас определенно будет. Даже если вы не смените работу, то попробовать себя в каком-то другом деле или как второй какой-то способ дохода, заработка вы можете осуществить уже на практике. Кто-то будет планировать, а кто-то уже приступит. Но каким образом зарабатывать деньги, наверное, вот эта тема номер раз,
которая, ну, такой красной линией через весь февраль может пройти. Третий дом – это дом коммуникаций, это наши родственники, это короткие поездки, это общение с соседями, коллегами, это наш социум в целом. Что для вас? Не торопитесь. Вы как раз своего рода переоценка ценностей. Ну и не только, может быть, кстати, самих по себе ценностей, поскольку у вас две карты выпало пентаклевых, но и, знаете, как по людям, своеобразную ревизию вам захочется привести. Четверка мечей. Приведи мысли в порядок, нам говорят. И карта паузы. Вот эта пауза может проиграться, что вы кого-то словно захотите, по крайней мере, исключить из своего общения. Или какие-то отношения вы точно можете поставить на паузу, потому что вы не видите прогресса. Или, мои дорогие, вы не видите искренности. Вот четверка. Вообще говорят, ты не торопись, не делай резких движений, лев. В феврале ты должен все просчитывать до мелочей. И мелочей нет. Вот, кстати, когда Паш Пентакли выпадает, значит, все те вопросы, которые будут касаться дела, работы, бизнес и деньги, для вас будет важна каждая деталь. Не думать, что, допустим, если прежде вы могли допустить, что как-то дела выстроятся своим чередом или вопрос решится сам по себе, особенно в отношении финансов. Вот здесь как будто не место риску. Здесь само по себе планирование какое-то уже предполагается. И чаще как раз, когда планирование нашей цели или нашего намерения. Как ни крути, деньги – серьезная составляющая, и здесь пересмотр для вас, правда, в феврале. Откуда ко мне приходят деньги, каким образом приходят, и каким образом я зарабатываю, и что я намереваюсь сделать в последующие годы, может быть, ну или как минимум месяцы. Мысли в порядок как будто точно стоит привести. И, видимо, вот эти вопросы денег будут где-то пересекаться с вашими контактами. Вы будете очень реально смотреть на вещи. Может быть, для кого-то из вас своеобразный такой экскурс в прошлую историю, кому я помогал и кто откликнулся мне на помощь. И вот эти мысли, когда придется их в порядок приводить и где-то причесывать свое окружение. Идем дальше. Четвертый дом – это буквально наш дом, наше жилище, это наша семья. И самое главное – чувство защищенности. Вот что для вас, мои дорогие, на четвертый дом? Это как база, это как основа, это как наша цитадель и наша крепость. Что у вас по четвертому дому на февраль? Итак. А вот так, посмотрите, у вас выпадает карта шута. И я всегда, когда вот в этой колоде карт вижу нулевой аркан, я вспоминаю слова Эйнштейна. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Здесь в этой колоде карт нет такого значения, как карта дурака, например. Нет, посмотрите, тут нам совсем не тот шут изображен, который в основных колодах или классических, который на берегу, точнее на краю обрыва. Здесь он парит словно в пространстве и жонглирует всем зодиаком. Тут действительно жонглер. И если мы говорим нулевой аркан, это маг, у которого 4 стихии в руках, то здесь все как будто стихии, обратите внимание. Вот это, знаете, как начало, или вот опять же есть такая колода Таро иллюминатов, и проигрывается или называется карта шута «Хаос перед началом творения», мои дорогие. Вот для вас, у каждого, видимо, по-своему, с элементом начала, все же нулевой аркан, да, или это какой-то хаос перед началом творения вам нужно разобрать или установить своеобразную какую-то последовательность, логическую цепочку событий, что зачем. Или вы будете устранять какие-то помехи, или будете разбираться где-то отношения финансов. Вот на этой оси будут ваши вопросы, какие-то задачи. Может быть, это будет касаться работы, может быть, и личной жизни, ведь это старший аркан. Мы говорим четвертый дом, уверенность, чувство защищенности. И по этому аркану, мои дорогие, не рискуйте собой, не соглашайтесь на мутные сделки, на каких-то непонятных людей. Не соглашайтесь, мои дорогие, на двойственные ситуации. Особенно не рискуйте в вопросах недвижимости, финансов, имущественных. Не подписывайте
подписывайте какие-то документы, которые будут тоже для вас означать ваш финансовый доход или какое-то благополучие. Вот здесь с чем-то не просчитаться. С плюсом карта проигрывается, что это новое вдохновение, что это, знаете, это настроение совершенно иное, когда нам хочется творить, когда мы видим с каким-то новым оптимизмом реальность нашей жизни, и когда наши мечты, они где-то в преддверии того, что начнут сбываться, или мы начнем что-то делать как раз для того, чтобы осуществить свою мечту. Но есть момент риска, потому что мы что-то можем прошляпить, не заметить именно из-за того, что самоуверены в чем-то. Поэтому оставляйте какой-то процент такого подстраховочного момента, чтобы вы из любого дела или ситуации могли всегда отступить полшага назад. И в чем-то не поставить себя под риск, под какую-то угрозу. Будьте внимательны. Но то, что вас какое-то дело может захватить, а кто знает. Человек, мои дорогие, для кого-то это новый дом будет буквально. Или переезд вы надумаете. В связи с тем, это старший аркан и нулевой аркан. И здесь в связи с тем, что вы, может быть, даже прежде не предполагали, что-то будет в вашей жизни или в вашем доме меняться. Для кого-то это будет означать, ну, правда, изменение статуса вашей личной жизни. Или какие-то еще события, ну, с которыми вы будете сталкиваться, но они как будто приходить будут через родственников, может быть. У родственников меняется, и каким-то образом вы им либо помогаете, либо, ну, какие-то есть общие дела, или это будет непосредственно ваша жизнь, и вы будете тоже что-то планировать по поводу как и финансовой составляющей своей, так и своего жилища. Благополучие у вас в центре внимания на весь февраль. Давайте пятый дом посмотрим, и это у нас досуг, творчество, хобби, отдых, развлечения, все то, что нам нравится, что для вас. Тоже своеобразный выбор, чем заниматься. Ну, может быть, это будет какая-то ситуация, когда мне интересно два направления. Может быть, это творчество какое-то ваше. И, например, когда вы задумаете, правда, сделать ваше хобби основным источником заработка. Все же жезлы – это у нас дела, работа, бизнес и деньги. Есть какая-то конкретика. Это тот импульс, который мы хотим перевести в действие, а действие в последующем в результат. Но вот теперь как будто на выборе в феврале вы будете что-то для себя решать. Или это может означать, когда вам предстоит куда-то отправиться, мои дорогие. И в связи с тем, что вы узнаете или какая придет к вам информация, вы будете решать, чем мне хотелось бы заниматься, в каком ракурсе развивать себя или, может быть, свою работу или направление деятельности, но выбор как будто у вас будет. Может быть, для кого-то из вас, правда, это проиграется, что больше будет работы и где-то сказать, что для отдыха, да, или вот такого ничего не делания, времени-то, по сути дела, может и не остаться. Почему? Потому что вас как будто не одно, а два дела каких-то может захватить с головой, и вам как будто в этом нужно разобраться, может быть, что-то изучить или куда-то поехать, отправиться, чтобы для себя выбрать что-то одно, определиться. Давайте мы посмотрим шестой дом, это вопросы здоровья. И хотя на канале Таро Инспирационе мы не делаем прогнозов ни по здоровью, не рассматриваем в целом в ракурсе политики, вероисповеданий и здоровья. Но поскольку шестой дом это нашего здоровья или возможных каких-то травм, поэтому мы эту карту откроем. Да, правда, будьте внимательны, когда вы куда-то отправляетесь. Если вам какой-то диагноз, допустим, выставляют по рыцарю мечей, тут, правда, надо быть аккуратным с учетом с арканом шута, что тут как-то турбулентно будет или может быть, по крайней мере, в какие-то периоды. Так-то в основном месяц спокойный, уверенный как раз. Но, может быть, какие-то дни или один даже день
Раскрутиться на полном ходу, вас куда-то увлекая, и вам придется куда-то поехать. Значит, когда вы куда-то отправляетесь, будьте аккуратны, будьте внимательны за рулем своего авто, не превышайте скорость. По этой карте, знаете, она проигрывается только с одним плюсом, когда мы что-то хотим знать наверняка. Поэтому, если у кого-то, как хронические заболевания или какой-то диагноз вдруг в феврале вам выставляют, здесь определенно следует пройти более глубокое обследование и вот как раз докопаться до сути. Потому что где-то первое заявление или первый, назовите это, предполагаемый диагноз, как будто нужно многократно проверить, уточнить, потому что первое какое-то, ну даже обследование, оно отчасти может быть ошибочно. Вот это примите во внимание. Идем дальше. И следующий у нас дом, 7. Это как раз брак, партнерство. Как партнерство в личной жизни, так и бизнес, работа. Брак, партнерство для вас, мои дорогие львы. Ух. Ну, вы правите балом, карта императора. Хотя, конечно, вы можете сталкиваться. Или, может быть, и знакомство для кого-то из вас будет с таким человеком, который имеет не просто или занимает высокий пост или должность, а еще и имеет как будто много рычагов влияния, много возможностей. С длинными руками, да, есть такое руки короткие, а есть длинные руки. Вот здесь очень ресурсный какой-то человек, и у вас может состояться знакомство при решении каких-то деталей, вопросов, проблем, связанных с документами. Или вы можете столкнуться по вопросам работы. Увы, правда, будьте аккуратны, внимательны. Или это вы хотите что-то осуществить, и вам, правда, нужно провести какие-то согласования. Но все-таки, если мы говорим брак партнерства, это может быть у вас такой партнер, который, с одной стороны, достаточно несговорчив, который где-то, ну, такой своеобразный эгоист, я не побоюсь этого слова, когда он настаивает на своем и хочет, чтобы это было точно только так, как он это себе представляет. Но отчасти вы, мои дорогие львы, тоже в таких же энергиях. Поэтому, знаете как, предусмотрите, чтобы была возможность договориться. Самое, наверное, главное в феврале — окружить себя тем, что надежно, и тем, что искренне. И чтобы у вас было четкое понимание, откуда ко мне приходят деньги, или как я собираюсь ими распорядиться, и не должно быть что-то оставлено на авось. В целом же, если мы говорим про эту карту, это старший аркан, и это статусная карта, и как и властная карта, поэтому да, в ваших силах сделать именно в том ключе или оформить либо отношения, либо документы, либо какую-то историю, будь то по работе, по бизнесу или в личной жизни. Либо я продолжаю, либо я оставляю что-то в прошлом. Вот правда, с чем-то вам и самим захочется определиться. Ну и как будто посыл от пространства Вселенной, она вам дает возможность. Безусловно, у кого-то может пройти и смена статуса. Может быть, через личную жизнь или через вопросы вашего труда. Для кого-то из вас через партнерство, получение новой должности, мои дорогие, если это касаемо работы. И, соответственно, тогда и новые заработки приходят. Но как будто и учиться чему-то придется. Идем дальше. Следующий дом, самый непонятный, пожалуй, дом или самый скрытый для нашего понимания, это дом трансформации, это 8-й дом. Это дом неожиданностей, по сути дела. Или это дом секса, смерти или юридические вопросы. Вот давайте узнаем неожиданности, юридические вопросы, что за трансформация в феврале. Вот и не торопитесь, посмотрите, еще один старший аркан. В феврале что-то ускорять определенно не имеет смысла. Но для кого-то из вас могут быть действительно юридические вопросы, связанные с вашим жильем. Может быть такое. Или вы узнаете какую-то неожиданность, может быть, о своих родственниках, или далеких родственников, или тех людей, которые какое-то время были вашим кругом как бы общения или ближайшим кругом. По Луне все-таки проходят именно то общество или тот социум, который ближе всего к нам, или буквально наша родня. И то, что было, может быть, прежде скрыто, кто знает, может быть, вы как раз какую-то тайну-то и узнаете, и это будет для вас как неожиданность. Сама по себе
карта Луны– это своеобразная неожиданность, хотя бы потому, что что-то мы не сможем просчитать наперед. Мои дорогие, у вас выпадает вот именно в 8 доме карта Луна, и по здоровью у вас выпадает рыцарь мечей. Будьте аккуратны, избегайте малейшего намека на какие-то травмы. Мы как будто, или вы, мои дорогие, можем, по крайней мере, по карте Луна, где-то быть в себе самоуверенным, или в какой-то ситуации мы уже подобной были, и поэтому мы словно, знаете, теряем над чем-то контроль, делая что-либо на автоматизме. Нам кажется, что мы поступаем правильно, и именно в этот момент мы словно можем оступиться. Будьте внимательны к самим себе. Ну и если мы говорим про неожиданности или про юридические вопросы, для кого-то из вас эта карта, своеобразное предупреждение. Не делай ничего такого, что в последующем тебя оставит один на один, к примеру, с каким-то документом, который ты подписал, или поставил свою личную печать, или если вы особенно занимаете как раз высокий пост или строите свою карьеру, не делай ничего такого, что тебя бы потом скомпрометировало. Вообще в течение всего 2024 года это будет очень важно. Я бы даже больше сказала, в течение Плутона в Водолее. Здесь тайное будет все время становиться явным. И поэтому дважды какой-то риск надо исключить. И если прежде где-то, есть такая фраза, сходила с рук, и, может быть, и правда была, достаточно непонятно скользкая ситуация, но заканчивалась как раз все положительно. А вот как раз с 2024 года так, скорее всего, не будет. Поэтому придется пересмотреть методы, может быть, работы. И если прежде вы на что-то соглашались, то здесь лучше отказаться и собой не рисковать. 9 дом. Дальние страны, поездки. Философия, религия, духовные практики. Чем вы будете заниматься или, может быть, куда вы отправитесь. А вот как по судьбе. Для кого-то, правда, у вас будет либо поездка, либо переезд, либо вы куда-то поедете далеко. И, будьте, наверное, дважды внимательны, чтобы чего-то не упустить. Сама по себе, ведь это карта Иерофант, это как религия. Для кого-то вопросы религии или вот в тех самых практик, когда вы даже можете что-то поменять с учетом того, что в 8 доме у вас карта Луна. Кто-то направление в религии может изменить, кто-то из вас, может быть, и если говорим про философию, да, то ваши взгляды на жизнь изменятся в течение февраля. И то, что прежде было допустимо, здесь будет как табу. Вот, наверное, эти мысли в порядок и стоит определенно привести. Может быть, коммуникация, да, 3 дом мы говорили, не торопись. И, может быть, за январь или декабрь некоторые люди вас поставили в тупик из-за своего поведения или вас подвели, например. И здесь, правда, самое время какой-то знаменатель подводить. Вы будете очень много думать, мои дорогие, словно переосмысляя, что есть по факту, что, может быть, обещалось, а что получилось на деле. И для кого-то из вас это будет, правда, может быть, по вопросам религии кто-то совершит далекое путешествие. Кто-то, я имею в виду именно по вашей вере, как паломнический тур. Почему нет? У кого-то из вас вообще философия сама по себе, взгляды на жизнь как бы кардинально изменятся, потому что был какой-то пережитый период, и теперь как бы в новой реальности. Но что-то есть определенно по судьбе. А с учетом, посмотрите, у вас выпадает 3 старших аркана. Как и Верховный Жрец, так и Император и Луна. Да, что-то не видим. Но, кстати, слушайте свою интуицию, мои дорогие. Она вам будет правильные подсказки давать. И как есть и возможности, так и где-то Вселенная вам будет помогать. Давайте посмотрим. 10 дом. Работа, карьера, власть. И работа, и карьера, и деньги, и власть. Одна из лучших карт на самодостаточность. По сути, это карта самоуверенности, когда у вас все под контролем, когда баланс как и по финансам, как баланс на данный момент времени, как много каких-то у вас возможностей. И самое главное, наперед какая-то четкая стратегия и тактика. Полный вперед, мои дорогие, но не рискуя собой. Вот видите, у вас так получилось, что карта шута, вроде бы, когда 4 дом.
И мы сказали, это чувство защищенности. Вот ваше чувство защищенности, ваша уверенность, она где-то будет связана как с работой, с построением карьеры, и когда вы все держите под контролем или меняете свой статус. У кого-то это будет статус касаться именно работы, или каким образом ко мне приходят деньги, или когда мне надо все держать под контролем, вот как этому императору. 11-й дом – дружба и взаимопомощь. Ну, наверное, те люди, которые семерка пентаклей, нам вообще говорят, не торопись. Здесь может быть и как подсказка, не жди помощи от того, кто на нее не способен. И где-то вы будете с этим тоже продумывать. Вас как будто обстоятельства или люди к этому вынудят. По семерке пентаклей есть такое значение дружба, если мы говорим, нам уже в принципе до этого карты сказали, уделяй как внимание или уделяй внимание людям, например, только тем, в которых ты не сомневаешься, которые за тебя могут как и порадоваться, так и подставить плечо в трудную минуту. Это те, которые тебя не перевоспитывают. И тогда благополучие, процветание, деньги в рост, мои дорогие. Значит, помни, кому помогаешь, кому доверяешь и кто тебя окружает. Вот буквально так. Но само по себе семерка пентаклей – неспешная карта, и пентакли у нас растут на дереве, и дерево, корни, да, уходит как будто корнями в землю. Это и есть основа, вот база какая-то, мои дорогие. Почему вот я второй раз заостряю внимание на слово «надежность». И давайте возьмем еще одну карту, достанем, это будет 12-й дом. Тоже то, что скрыто. Это могут быть какие-то скрытые проблемы, чему мы не придаем значения, думая, что ну так, пустяк, а в последующем как раз нам, может быть, и придется этим заниматься. Или дом наших фантазий где-то. Итак, что скрыто для вас, что может быть тайной, на что обратить внимание, на личную жизнь. И правда, у вас все карты, посмотрите, либо статус вы решаете, либо вопросы заработка, либо, как я уже говорила, свое окружение пересматриваете. Оно вас как будто заставит, да, некоторые люди могут заставить подумать о них как-то по-другому. И нам говорят, не забывай, что у тебя должен быть полный баланс и контроль. Обратите внимание, глаз, да, или как лучезарная дельта, есть такой символ. А над этим символом как будто все фазы Луны. Неважно, какая фаза Луны, мои дорогие львы и львицы, все под контролем держать и видеть на пару шагов вперед, это как минимум, себя не подвергая риску. И тогда для вас, вот если что скрыто, не должно быть для вас чего-то скрытого. Если есть какой-то вопрос, вы должны его прояснять, причем с педантичной точностью, что же есть по факту, не надеясь на авось. Но личной жизни все-таки уделить внимание, как будто все взаимосвязано, как и интуиция, как и ваша прозорливость и внимательность, внимание к деталям, так и чувства, любовь, искренние надежные люди. И, посмотрите, рыбы плещутся, а это деньги или благополучие, изобилие, процветание. Вот, может быть, предоставится такая возможность осуществить какой-то ваш проект, который вы сейчас обдумываете, и он вам выглядит как-то нелепо криво. Или вы, сердце просит, душа, да, мне бы так хотелось этим заниматься, а какой-то прагматизм вас может останавливать. Так вот нам говорят, ты умей видеть на, может быть, не просто на пару шагов вперед, а как будто просчитай то, что ты имеешь сейчас, что ты хочешь осуществить, как будто не совсем в моменте сегодняшнем вам нужно держать ракурс, а постоянно еще и вперед идти, от чего-то не отказаться, то, что поначалу может вызывать сомнения или не давать вам быстрого какого-то эффекта. Она ведь тут, посмотрите, рост постепенный, прогресс постепенный, тройка пентаклей и паш пентаклей, марафонский забег, где-то мы об этом с вами говорили. Но это тогда для вас будет какое-то, ну, новое качество жизни. И это в том, что скрыто, или мы говорим проблемы. Как раз вы решите многие проблемы и что-то для себя окончательно проясните, а если нужно, поставите точку. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.